Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. В этом видео будет шелковая декоративная штукатурка с эффектом 3D. Ксюша, расскажи первым делом о подготовке поверхности. Подготовка поверхности под такой материал должна быть максимально хорошая, ровная, как под покраску. Первый этап нанесения водоэмульсионной краски. По выбору краски это должна быть глубоко матовая краска с хорошей плотной укрывистостью, чтобы не приходилось наносить лишние слои. Для этих целей я выбрала краску торговой марки Дюфа под названием Arctic. Тонировать я ее буду пигментами. Один бежевый номер 4 Крафтер, второй колер универсальный кофейный торговой марки Лакра. Я их перелила в 2 шприца. Сейчас буду по капельке добавлять. Какой цвет нам нужен? Цвет нам нужен светлый, наподобие слоновой кости. Добавляю по капельке. Сначала кофейный. Кофейный добавила. И далее добавляю бежевый. Добавляю их один к одному. Бежевый дает такой слегка желтоватый оттенок, а кофейный немножко делает его с розовинкой. Подложка будет темнее, чем шелк, или наоборот? Максимально близкая. Хорошо перемешали краску. Беру ванночку и валик с коротким ворсом. Прокрашиваю всю поверхность, как обычно, равномерно, делая тонкий слой и также разнонаправленные движения. Валик хорошо необходимо отжать об ванночку, чтобы краска равномерно распределилась по валику. В первый раз, когда макаете, очень хорошо его прокатывайте, чтобы все углы, и не только центр, но и каждый угол валика был в краске. Ну и можно, да, немножко смочить еще перед ним. Да, валик предварительно я всегда смачиваю. Окрашиваю в разные стороны, стараясь именно сделать такой немножко размазанный рисунок, чтобы не было четких границ от валика. Краска очень хорошо растягивается, все красить достаточно легко. Тут не подойдет, да, валик с длинным ворсом? Валик с длинным ворсом оставит после себя нежелательную шагрень. Поэтому лучше все-таки выбирать максимально короткие велюровые ворсы. После того, как прокрасили всю поверхность, дадим краске высохнуть в течение 2-3 часов. Тем временем можно отколеровать шелковую штукатурку. Для этого я буду использовать такую шелковую штукатурку торговой марки Vincent. Подойдет любая другая. Колеровать шелк я буду теми же самыми колерами, только бежевого буду добавлять побольше, нежели чем кофейного, потому что кофейный сам по себе чуть-чуть имеет сероватый оттенок, который уже есть в шелковой штукатурке. Добавляю для начала бежевый, размешиваю его и по мере необходимости добавлю кофейный. Ну, даже добавим кофейный, но вот совсем чуть-чуть. Капаю буквально такую маленькую капельку. Цвет чуть-чуть становится розовее. Переливаю шелк в ванночку. Потребуется валик с длинным ворсом такой. Предварительно на стене я выставила лазерный уровень, чтобы линии были вертикальные. Окрашиваю где-то в 2 валика поверхность. Наношу я не очень большое количество, не толстый слой, чтобы линии в дальнейшем получались не слишком фактурными. После того, как нанесли шелк, сразу же берем вот такую щетку. Это щетка обувная, то есть она имеет такую мягкую щетину.
И берем брусок, подставляем его к поверхности и провожу. И прочерчиваем. Ну, сразу, да, видно, что такие, как ниточки появляются на поверхности. Да, они как бы минимальные, то есть не очень явные, но они задают направление шелка. Остался последний кусочек. Наносим самый угол. В углу оставляйте как можно меньше именно пространства, где-то на ширину одной щетки, чтобы в дальнейшем было, легче было его заполнить. И провожу с этой стороны. С левой, конечно, рукой не очень удобно это делать, но главное не спешить. То есть вот стену от угла до угла доделали, возвращаемся к предыдущим местам, просто чуть-чуть сглаживаю эти местечки, и они отлетают, камушки, которые в наслоении остались. После того, как пригладили вот эти мелкие дефекты и неровности, оставляем штукатурку полностью высыхать в течение 5 часов. Первый слой штукатурки полностью высох, теперь наносим сверху островки. Их я буду наносить при помощи большой губки, уложенной в пакет. Кисточкой набираю материал сверху на пакет и обторцовываю на поверхность. То есть тот же цвет шелка, да, набираешь? Да, тот же самый цвет шелка и тот же шелк набираю таким образом, как бы накрашивая на пакет. Также потребуется шпатель стальной. И делаю такие отпечатки легкие. Допечатываю островки. Делаю это таким разнонаправленными движениями, слегка прикасаясь к поверхности. Далее беру шпатель и легонечко приглаживаю. От размера губки и от пакета, от его толщины будет зависеть, какой рисунок у вас будет получаться. Приглаживать главное легко, чтобы не получался один огромный островок. Как-то очень ровно это делать не нужно. Главное чуть-чуть сгладить его, расплющить. Далее беру ту же самую щетку, что и для первого слоя, и заглаживаю в одном направлении. Но направление должно быть диагональное. Двигаюсь по островкам. Надо соблюдать диагональ. Пока что не очень понятно, что получается. В какие стороны не уходить. Но с моей стороны я вижу, что получается. То есть, когда тоже наносите, вы видите, что у вас получается, как в другом направлении смотрятся островки. Главное вовремя на пакет добавлять материал. Чтобы он как более равномерно, да? Равномерной чтобы толщиной. Примерно одинаково были крупные и мелкие островки. Когда они уже начинают быть мелкими, соответственно, вы добавляете еще. Пакет, к примеру, который будет более толстым, он будет больше такие, более круглые, оставлять их. У тебя пищевой пакет, да, самый тоненький? Да, который самый простой такой пакет для завтраков, как-то так называется. То есть на последующие слои островков у вас должно остаться столько же материала, сколько и на первый слой. Поэтому если у вас не хватает, лучше островки не начинать, а доколеровать необходимое количество, либо докупить необходимое количество. Так, и последние штрихи у этого слоя
Все, сделали первый слой, оставляем его высыхать в течение 2 часов. После высыхания первого слоя островков наносим второй точно таким же образом, но затирая щеткой в другую сторону. Ты сменила пакет, да? Да, пакет меняйте столько раз, сколько хотите, при этом губка остается целая. Наношу я тоненький слой на пакетик и начинаю добавлять в те места, где меньше всего верхних островков от предыдущего слоя. Ну, и стараюсь, конечно, внахлёст где-то наносить прямо на островки, которые получились после первого слоя. Так у нас дополнительно появится фактура, которая будет подсвечиваться в другом направлении. Это будет от падения света, и опять же от того, когда вы проходите мимо стены, будет совершенно по-другому смотреться с разных точек. Да, главное, чтобы получилось нам передать все это на камеру. Да, то есть от этого и будет создаваться эффект такой трехмерности. Также беру шпатель и начинаю приглаживать. Тоже двигаюсь в разные стороны. И начинаю затирать в другую сторону. То есть делаю как бы движение в обратную сторону. Получается, Так что высохшие островки остались в той же геометрии, с тем же направлением. Да, а новые нанесенные островки уже имеют другое направление. Сейчас их не так хорошо видно, то есть новые островки, поэтому старайтесь по всей поверхности разглаживать. Главное, чтобы вам достаточно было света и вы видели, что вы делаете на стене. Дополнительный свет поставил сверху. Да, достаточно жесткий луч. Видно было. Да, и он сразу показывает, как наносится фактура. Что мы наносим. Главное на этом этапе не забывать, в какую сторону вы разглаживаете рисунок. То есть щетка в какую сторону у вас движется. Чтобы на середине стены не понять, что вы опять то же самое делаете. Далее берем опять шпателек и заглаживаем. Легонечко погладили. Опять берем щетку и начинаем заглаживать. Приглаживаем. И щетка. Нанесли второй слой перекрестных полос. Мне не очень нравится то, что сильно видно вертикальные полосы, поэтому третьим слоем также добавлю островки, только затирать их уже буду перпендикулярно первому слою. То есть по горизонтали. То есть по горизонтали. Так, и добавлять ты будешь? Добавлять я буду островки при помощи губки, но уже меньшего размера, так как ее проще будет контролировать. Также наношу на пакетик шелк. Я буду добавлять сюда точечно, стараясь именно на места, где сильно видны
вертикальные полосы. Далее беру щеткой и уже не разглаживая шпателем, просто затираю по горизонту. В одну и в другую сторону, да, ты двигаешься? Ну, не, на самом деле я просто растягиваю их в нужном направлении. Так, конечно, всегда лучше завершать именно в том направлении, в котором все остальные островки. То есть, если вы двигаетесь слева направо, то значит слева направо последнее движение. Можно где-то еще добавить вертикальные, если их недостаточно после первого слоя. Где-то можно также добавить, к примеру, диагональные. То есть здесь главное делать их равномерно и именно геометрически ровные островки. Так. Будет интересно попробовать сделать подобный образец, но из велюра. Да, из велюра тоже будет интересно смотреться, так как он блестит совершенно по-другому. То есть он такой более матовый имеет рисунок, и, соответственно, там каждое направление шпателя, кисти, оно видно лучше, чем на шелковом покрытии. Ну да, и камера лучше передаст результат. Интересный эффект получается, да, просматривается, когда ты идешь вдоль такой поверхности. И у тебя на глазах как бы меняются эти островки именно по глянцу. Только что один блестел, ты чуть проходишь несколько шагов рядом с ним, и он уже становится матовый, а блестеть начинают другие, которые до этого матовыми казались. Да, и под разным углом разное получается освещение, рисунок абсолютно разный. То есть с этой стороны смотрим он один, с другой стороны он уже смотрится немножко по-другому. И дальше продолжаем. Вот хорошо видно, как здесь наслоение как раз вертикальных и горизонтальных линий происходит. Такой легкий эффект рогожки. Ну да. Все, закончили с последним слоем островков. Дадим поверхности полностью высохнуть. Далее Миша заснимет, как это все выглядит под разным углом. Ну я постараюсь, Ксюша. Постарается, хорошо, постарается снять максимально, чтобы передалось сам эффект вот этой трехмерности. Как тебе вообще результат сегодняшний? Мне результат понравился, я очень довольна. Я пыталась сделать эффект такой, чтобы шелковая штукатурка смотрелась как-то необычно, интересно. А что тебе именно в этой технике понравилось? Мне нравится сам по себе вот этот эффект, когда ты вблизи смотришь к нему, присматриваешься, и само направление рисунка, оно идет в разные стороны. То есть эффект такой, как будто эту поверхность кто-то так вот взял, вот ниточки натянул в разные стороны. Вот этот эффект мне нравится. В принципе, можно оставить все на самом первом этапе. То есть, когда нанесли шелк вертикально, и все, на этом оставить. Тоже вполне себе интересный эффект, вполне себе необычный и достаточно простой. Ну, здорово. Ну все, на этом, наверное, будем прощаться со зрителями. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем здоровья. Да, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи и здоровья. Пока-пока.